Губернатор Аризоны предложил заменить умершего сенатора Джона Маккейна его вдовой Синди. Представьте, какой визг поднялся бы в России, прозвучи предложение заменить покойного члена Совета Федерации его супругой. А в США на полном серьезе обсуждают этот демократический вариант. Джон Маккейн умер, да здравствует Синди Маккейн. Так можно описать инициативу аризонского губернатора Дага Дьюси. Если это не кумовство, то что тогда? О раздумьях губернатора сообщило издание New York Times. Особый шик этой инициативе придает тот факт, что полное имя покойного вообще-то Джон Сидней Маккейн III, если кто не знал. Мне одному это напоминает времена абсолютных монархий. Дед сенатора, который был Джоном Сиднеем Маккейном I, закончил карьеру в чине 4-звездного адмирала. А дальше было то, что отражено в классическом анекдоте о сыне генерала, который не может стать маршалом, потому что у маршала свой сын есть. Так вот, друзья, Джон Сидней Маккейн II стал 4-звездным адмиралом, как и его папа. И третьего по номеру Маккейна тоже, вероятно, хотел определить в этот ряд. Но тот оказался аж на 895-м месте из 899 выпускников морской академии. Более того, он был не способен даже нормально управлять самолетом, разбив 4 воздушных судна, которыми управлял во время службы в ВВС США. В плен к вьетнамцам Маккейн попал после того, как бомбил гражданский объект, завод по производству ламп накаливания. Это вообще-то военное преступление. Но оно, как видим, нисколько не помешало бездарному пилоту сделать политическую карьеру и становиться сенатором от штата Аризона аж с 1986 года. Ау, либералы, я не вижу ваших рук и не слышу криков о сменяемости власти. И вот теперь, когда третий по счету представитель династии местечковых американских царьков почил в Бозе, его вдову хотят сделать Маккейном номер 4. Вернее, третий штрих. Поскольку у Маккейна есть сын, которого тоже зовут Джон Сидней Маккейн с добавлением 4, 1986 года рождения. Могу поспорить, этот тоже сделает карьеру в американском истеблишменте. К слову, когда покойный Маккейн III был конгрессменом с 1983 года и по назначению сенатором, то его предшественником, представлявшим Аризону, выступал Джон Роудс. И знаете, кто сменил Маккейна в Палате представителей Конгресса США? Джон Роудс III. Я привожу этот пример, чтобы было понятно. Клан Маккейнов – это не исключение, а правило. Под громкую трескотню о демократии Америкой управляют одни и те же семьи. И ладно еще, когда их представители с детства готовят к карьере. Но когда мать-домохозяйку рекомендует в сенаторы лишь потому, что ее угробивший 4 самолета военный преступник муж был сенатором, то это уже ни в какие ворота. Следующей кандидатурой будет конь Маккейна, я полагаю. При всем описанном бэкграунде неудивительно, что наши соотечественники восприняли мягкие сообщения российских СМИ о смерти Маккейна в штыки. В нашей стране прекрасно понимают, кем был покойный и почему он вообще попал в американскую власть. Лезущая в глаза клановость элит США настолько раздражает всех порядочных ватников, что они вообще предпочли бы видеть в США лишь констатацию факта. Умер, да и земля стекловата. Под этот замес попала даже Государственная Дума. Стоило главе комитета по международным делам Леониду Слуцкому выразить соболезнования, как его начали критиковать за использование по отношению к Маккейну формулировки «патриот своей страны». Но это ведь правда. Маккейн был реально патриотом США. Так что Слуцкий нисколько не погрешил против истины. Только вот под США Маккейн и ему подобные подразумевают вовсе не то, что рядовые американцы. Для Джона Сиднея Маккейна III, Джона Роудса III и иже с ними Америка – это как раз старые семьи, члены которых делают карьеры, даже если оказываются полными бездарностями. В рамках такой парадигмы поставить сенатором Сидни Маккейн вполне логично, ведь она столько лет общалась с мужем и наверняка выучила наизусть все его кричалки про сдерживание России, ну и так далее. Будет озвучивать их, взывая победить врагов США, дабы почтить память покойного. Делов-то.